Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами готовим еще одно вкусное, разнообразное, замечательное меню на целый день, которое просто отлично подойдет для всех людей, которые снижают свой вес, просто хотят питаться вкусно и полезно, и обязательно тем, кто участвует в марафоне похудения по методу Мироневич. Мы с вами, как обычно, приготовим завтрак, обед, ужин и салат. В общем, все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И, естественно, мы с вами начинаем с завтрака, с главного приема пищи, и у нас он сегодня будет простейший и вкуснейший. Так овсянку, скорее всего, вы еще не готовили. Начинаем! Нам понадобится 2 куриных яйца, отправляю их в миску для смешивания. Еще нужно 2 столовые ложки сахара и 1 пакетик ванильного сахара. Сейчас я просто смешаю яйца с сахаром, а взбивать ничего абсолютно не нужно. В яично-сахарную смесь вливаю 250 мл теплого молока. Еще разок все перемешиваю. Добавляю 200 граммов хлопьев Геркулес. Это овсянка, которая требует варки. Сразу добавляю еще 100 граммов хлопьев, которые варятся буквально 2-3 минуты. Хлопья быстрого приготовления. И теперь еще разок с помощью венчика мы перемешиваем. Добавляю 100 граммов промытого изюма, 2 столовые ложки растительного масла. Вы можете добавить сливочное. И пакетик разрыхлителя, у меня он 12 граммов. Теперь все еще перемешиваем один раз для того, чтобы все ингредиенты смешались. Отправляем наш будущий пирог в форму для запекания. У меня это одна из моих любимых, постоянно используемых силиконовых форм, которая приехала со мной из Астрахани. И теперь я все это разравниваю для того, чтобы придать нашему будущему пирогу форму. И оставляю на 15 минут для того, чтобы все пропиталось и овес немного набух. Прошло 15 минут, наш пирожок настоялся. За это время я разогрела духовку до 180 градусов. На 35-40 минут отправляю наш пирог выпекаться. Прошло 35 минут, наш пирожок-дружок готов. Даем ему 5 минут остыть и будем пробовать. 5 минут наконец-то прошло, отрезаем кусочек нашего красивого, вкусного и быстрого в приготовлении овсяного пирога. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Самые простые ингредиенты, я уверена, овсянка есть у всех. Вместо изюма вы можете добавить ягоды или любые сухофрукты. Теперь отправляем наш завтрак на тарелку и смотрим вес порции. Вес такого красивого кусочка пирога 149 граммов. Такой пирог, в принципе, как и вся выпечка, отлично сочетается со сметаной. Туда я добавлю еще немного меда. Можно добавить ягоды свежие или замороженные, сушеные. В общем, все, что у вас есть. И получится вкусный, очень вкусный, полезный и простой в приготовлении завтрак. Напоминаю, что выпечка, порция до 250 граммов. То есть 250 грамм такого пирога вы можете съесть абсолютно спокойно и чувствовать себя просто отлично. Надеюсь, вы обязательно приготовите пирог. Если вы уже его готовили, обязательно пишите комментарии, ну или напишите, как попробуете. А теперь мы с вами переходим обязательно к обеду, потому что на обед у нас с вами должен быть суп, который поможет нам отлично себя чувствовать и, конечно же, снижать свой вес. Для супа нам понадобятся, как всегда, самые простые ингредиенты. Я взяла 3 средних луковицы и нарезаю ее сначала на дольки, а затем мелким кубиком. На дно кастрюли я налила 2 столовые ложки растительного масла и загружаю туда наш с вами лук. Еще я взяла 4 отличные морковки, разрезаю их пополам, потому что у меня длинненькие, а дальше нарезаю морковку ломтиком. Затем я морковку нарезала на полосочки и нарезаю мелким кубиком. Яркие кубики морковки отправляем к луку. Теперь необходимо все перемешать для того, чтобы овощи пассеровались равномерно. Еще добавляю 300 граммов замороженных овощей, по 100 граммов кукурузы, зеленого горошка и стручковой фасоли. Добавляем их в кастрюльку. Вот такая красота у нас с вами уже получилась. Я готовлю сейчас на среднем огне, для того, чтобы овощи разморозились и немного пассеровались все вместе. На эти 5 минут накрываю кастрюльку крышкой. Пока овощи пассируются, натираю на крупной терке 150 граммов сыра. У меня сыр обычный голландский.
5 минут прошло. Я снимаю крышку, перчу по вкусу. У меня моя любимая смесь перцев. Перемешиваю. Овощи выглядят просто отлично. Аромат – это то, что нужно для вкусного обеда. Пора добавить воду. Воду я добавляю до объема 3 литров. И еще сразу отправляю сыр для того, чтобы он смешался с супом. Осталось накрыть крышкой еще раз и оставить суп до кипения на среднем огне. Кипятить нужно около 5 минут. Наш суп почти готов. Остается добавить последний штрих. Солю суп по вкусу. Суп готов. Отправляем его на тарелку. Посмотрите, какой он получается красивый, ароматный. И, скорее всего, какие-то замороженные овощи есть у нас у всех в морозилке. И вы очень легко можете приготовить свой суп для снижения веса. У меня в меню заявлен как суп-пюре. Но вот такой вариант, что супчик можно съесть, не превращая его в пюре, и будет тоже очень вкусно. Вес моей порции супа 393 грамма. Про обед всегда много вопросов, максимально быстро отвечу на самые частые. Можно к супу добавить салат, если вам этого хочется, салат из свежих овощей, либо тушеные овощи как добавку. Можно съесть 500-600 мл супа, и все будет отлично. Еще суп нужен и обед нужен обязательно, потому что если вы будете этот важный прием пищи пропускать, то здравствуй вечернее-ночное доедание, переедание. То есть это именно то, с чем нам с вами нужно расстаться. Пить воду можно вместе с супом, в любое время воду можно пить. После супа можно сделать любой тоже перекус. То есть за счет перекуса вы можете уплотнить ваш обед. Это самые частые вопросы. Если вдруг у вас еще остались вопросы, обязательно напишите ваш вопрос в комментарии, и в ближайшее время, уверена, вы получите ответ. Ну а нам с вами нужно приготовить ужин. Ужин очень вкусный. Давайте начинать. Начинаю с морковки, потому что на ужин у нас сегодня с вами будет плов. Морковка у меня длинненькая, режу ее на 3 части и затем нарезаю полосочками. Я заранее налила на сковороду 2 столовые ложки масла, оно уже разогрелось. И отправляем туда наши ломтики морковки. Прибавляю на средний большой огонь, у меня это 7, и оставляю морковку пассероваться. Еще у меня есть 1 луковица, больше не требуется. Половинку луковицы я разрезаю на 3 части и потом шинкую не крупным кубиком. Отправляю лук к морковке, перчу по вкусу и добавляю молотую зиру, потому что именно такая зира нашлась сегодня в магазине, который около нашего дома. Если у вас есть зерна, это просто супер, обязательно добавляйте их в плов, будет очень вкусно. Ну а я добавлю молотую. И остается перемешать для того, чтобы овощи пассеровались равномерно. У меня 400 граммов филе грудки индейки. Его я нарезаю не мелкими кусочками. Стараюсь резать вот такими кубиками. Да, мы с вами готовим плов и сначала обжариваем морковку. Сейчас объясню почему, пока нарезаю мясо. Потому что если мы сразу добавим грудку и туда морковку, и все это будем дело жарить до готовности морковки, у нас с вами получится плов с твердой грудкой. А я думаю, это никому не понравится. Поэтому сначала морковка, а мы тем временем с вами подготовим индейку. Также точно вы можете взять куриную грудку. Морковка с луком выглядят просто отлично. Самое время добавить филе индейки. Теперь необходимо все перемешать и дождаться, пока кусочки филе побелеют. Это займет 2-3 минуты. Индейка побелела. Самое время посолить. Я солю по вкусу. Еще добавлю зиры, потому что она очень-очень такая приятненькая, с легким ароматом. Следом добавляю литр воды. Накрываю крышкой и прибавляю огонь до самого большого, для того, чтобы наш зирвак закипел. Зирвак закипел. Снимаю крышку и засыпаю булгур, стараюсь равномерно распределить его по всей поверхности нашего будущего плова. Накрываю крышкой, делаю средний огонь и оставляю до готовности плова. Обычно это занимает 10-15 минут, потому что булгур быстро готовится.
Вы знаете, я всегда за рациональное использование времени, поэтому пока наш плов готовится, мы с вами подготовим еще салат. Салат — это то, что позволяет сделать ваш ужин вкусным, разнообразным, потому что плов из булгура, допустим, я всегда готовлю на 2 дня, но салаты я каждый день готовлю разные. Это всегда вносит нотку новизны, ну и, конечно, овощи просто нужно, необходимо есть для нашего здоровья и отличного самочувствия. Салат будем готовить простейший, всего из 3 ингредиентов, а пикантности ему придаст заправка. Начинаем! Красавица китайская капуста выручает меня всегда в осенне-зимний период. Я отрезала половинку, то есть вот такую зелененькую красивую часть, а ту я в основном пускаю в какую-то другую готовку, даже борщ с ней можно сварить. Разрезаю на четвертинки и затем тонко шинкую нашу капусту. Капусту я порезала, добавляю 2 столовые ложки оливкового масла, чайную ложку бальзамического уксуса и чайную ложку лимонного сока. Теперь я все перемешиваю для того, чтобы наша капустка уже замариновалась и была не просто нарезанной капустой, а вкусной нарезанной китайской капустой. Пахнет просто восхитительно и выглядит уже аппетитно, но мы с вами сделаем еще вкуснее. У меня есть отличный салатный огурец, я его нарезаю на 4 части, чтобы с ним было удобнее работать. И каждую четвертинку нарезаю вот такими пластинками. Пластинки нарезаю на вот такие красивые ароматные огуречные ломтики. Сладкий перец я нарезаю вот такими тонкими ломтиками. Я взяла 2 красивых осенних перца. Все ингредиенты в салатнице, остается только посолить по вкусу. Ну и, конечно, смешать всю эту красоту и вкусноту. По желанию вы можете добавить консервированный или замороженный горошек или кукурузу, но у меня все кончилось. Тем не менее, я приготовила вкусный, красивый и очень ароматный салат. Скажите, огурчики осенью и зимой, мне кажется, намного ароматнее. Обязательно напишите в комментариях. А вот и наш плов. Прошло 15 минут, и он готов. Я вооружилась шумовкой и отправим наш красивый, вкусный, невероятно ароматный плов на тарелку. Морковка все делает лучше. Вот такая красота. Обратите внимание, булгур остался рассыпчатым. Это то, что нужно для вкусного ужина. Давайте узнаем вес моей порции плова с булгуром и индейкой на ужин. Вес моей порции 364 грамма. И теперь нужна обязательно порция овощей для того, чтобы ужин был вкусным, сытным и вы себя просто замечательно чувствовали. Ну и на самом деле я сейчас просто не представляю своего ужина без щедрой порции салата из свежих или пассерованных овощей. Вес моей порции составляет 377 граммов. Приятного аппетита! Я очень рада, что сегодня с вами поделилась меню на целый день. Искренне надеюсь, что оно вам понравится, вы его обязательно приготовите. Ну и, конечно, напишите свой отзыв в комментариях. Если вам нравится такой формат видео, если вам не только нравится, а еще и помогает, обязательно поддержите нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Если до сих пор не подписаны, конечно же, подписывайтесь, добавляйтесь в наше позитивное сообщество. Пишите в комментариях ваше мнение, возможно, вы поделитесь рецептами, меня это всегда вдохновляет. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра. Конечно же, берегите себя.